Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой новый канал. После достаточно успешного опыта съемок на канале ТСК, где я рассказывал про автопилоты для автомобилей Tesla, я решил поделиться с вами и другим своим хобби, а именно применением шлемов виртуальной реальности для архитектуры и дизайна интерьеров. Буду не только рассказывать, но и показывать, что у меня получается. Небольшое предисловие, как я докатился до этой жизни. Первые очки виртуальной реальности я увидел в 1995 году и уже тогда заинтересовался ими, хотя само по себе устройство было абсолютно сырым, неудобным в использовании, и глаза уставали еще до того, как ты успевал их надеть. С тех пор прогресс не стоял на месте, появились шлемы с гораздо более высоким разрешением, быстродействием, частотой кадров, вплоть до того, что сейчас появились наконец-таки беспроводные решения. Я более 20 лет занимаюсь офисными интерьерами и делаю это вместе с австрийской мебельной фабрикой Bene. Ассортимент фабрики огромный. И в нашем маленьком, по европейским меркам, шоуруме не поместится даже 10% решений, которые предлагает фабрика, не говоря уж об отдельных предметах мебели. Раньше, если надо было показать архитекторам и заказчикам все многообразие, мы садились на самолет, летели в Вену, заходили в венский шоурум. Если этого было мало, ехали на производство, посещали штаб-квартиру. Венский шоурум – это около 2000 квадратных метров. Штаб-квартира – это более 10 тысяч квадратных метров решений. В нынешнее время эта возможность, понятное дело, сильно ограничена. И пришлось искать пути решения с использованием современных технологий. Как результат, мною был создан виртуальный интерактивный шоурум на базе Unreal Engine. Условная площадь этого шоурума – несколько сотен квадратных метров. Но так как каждая из зон выполнена в нескольких вариантах, и вы можете переключаться между вариантами, прямо находясь внутри виртуальной реальности, то общая площадь возрастает до нескольких тысяч квадратных метров. Это не просто панорамные фото 360 градусов, это полноценная интерактивная виртуальная среда, в которой вы можете взаимодействовать с предметами, менять обстановку, менять цвета предметов. Видео, конечно, не передаст эффект присутствия, поэтому я приглашаю вас к нам в настоящий шоурум в Киеве, в котором есть все необходимое оборудование, чтобы вы могли попробовать виртуальную реальность в полной мере и сделали небольшой шажочек навстречу будущему. Хватит слов. Предлагаю начать знакомство с Pixely, самого необычного продукта Bene. Это лего для взрослых. Каждый пиксель выглядит как кубик, но вместе они могут становиться и столом, и скамейкой, и даже стеллажами. Благодаря им вы можете гибко менять планировку помещения, подстраивая под текущие задачи. Ссылку на них я оставлю в описании, но сейчас на их примере я хочу показать, как работает виртуальный шоурум. Надеваем шлем. Берем в руки контроллеры. Раз, два, 3. Мы оказались на втором этаже нашего виртуального шоурума, как раз где находится зона для неформальных переговоров и совместной работы. Это средний по размеру набор пикселей и рассчитан на одновременную работу 8-12 человек на площади порядка 40 квадратных метров. Сейчас из него собрана конфигурация Discovery, то есть пространство оптимизировано для исследовательской деятельности, когда участникам организованы две принципиально разные зоны – для совместной работы и для презентации и обсуждения результатов. Идем к нашему интерактивному меню и выбираем другой сценарий использования. Обратите внимание, новая конфигурация сделана именно из этого же набора элементов. К сожалению, в реальной жизни вам придется все-таки поработать руками, но с этим справится даже школьник. Этот сценарий мы назвали Creative. Он удобен для креативинга, брейншторминга, коллаборейтинга, как бы глупо это ни звучало. Пространство разбито на 3 разделенных зоны, и каждая из них позволяет независимо индивидуально или в группе генерировать новые идеи. Возвращаемся в меню и выбираем новый сценарий. Это сценарий Share.
Как следует из названия, при такой конфигурации все участники объединяются в общую группу, а компоновка мебели позволяет оптимально использовать все презентационное оборудование, такое как интерактивные экраны, белые доски и флипчарты. Ну и конечно же, как и с хорошим набором Лего, вы можете дать волю своему воображению и собрать именно такую конфигурацию, которая идеально подойдет для ваших текущих задач. Ну вот и готово. На первый раз, думаю, достаточно. Вас не укачало? Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии. Спасибо за внимание. До свидания.